Привет, друзья! Вот я и приехал в Анапу на буквально, наверное, месяц. И вы знаете, первое впечатление, когда я приехал в конце февраля, это 25 февраля 2025 года, я попал куда-то в холодное место, хотя, казалось бы, это юг, да? Я когда выезжал из Москвы, не было снега, было достаточно такое тепло для Москвы, да, для центрального региона. И я приезжаю в Анапу, и я вижу снег, дикий сильный ветер. Меня это очень сильно спугнуло. И если я всю жизнь мечтал жить в тепле, и, скажем так, мне, наверное, свыше это далось, потому что в центральном регионе последние несколько, наверное, лет, может быть, даже пару десятков лет, становится теплее, а местами в Новый год вообще нет снега, даже некуда петарды воткнуть для того, чтобы их запустить. И вы знаете, постепенно, через буквально несколько дней, когда этот маленький слой снега растаял, стало сухо, не слякотно, не там грязно и прочее, стало действительно сухо, стало иначе, красиво, солнечно, много солнечных дней. Вот в марте, буквально неделю назад, это приблизительно 15 числа, плюс-минус, я точно не помню в какой день, вечером просто вышел дождь. Пошел дождь, и я думал, ну все, смотрю по погоде, там на 2 дня, думаю, ну все, не погуляю больше. И вы знаете, самое удивительное то, что больше дождя не было, на следующий день дождя уже не было. Солнечные дни, иногда пасмурно, но при этом достаточно тепло. Да, сильный северный ветер в районе там 9, что ли, 10 метров в секунду, и тогда холодно. Когда ветер шел с юга, там где-то от Турции, то было уже тепло. Вот сейчас я нахожусь возле моря, где 800 ступенек. Я тут неподалеку отошел, чтобы с другими людьми не видеться, не встречаться, скажем так, не пересекаться. Потому что все сюда приходят посидеть, послушать, как плещется море. Возможно, даже позагорать, потому что на самом деле тепло, просто иногда вот ветерок слегка подует. Я не хочу снимать кофту, дабы не простудиться, потому что завтра мне уже выезжать в Москву. И, в общем, чтобы не заболеть. Я прошелся по берегу со стороны вот Суко, не доходя вот это все дело, где 800 ступенек, и прошелся до центрального пляжа. От центрального пляжа я прогулялся 15 километров до Витязева, и там вот песчаный пляж, он очень сильно забит нефтью, мазутом. Да, конечно, там очень эффектно, серьезно относятся к делу, убирают мазут, мешки, я так полагаю, вывозят, не знаю, я уже ближе к 5 часам там проходил, и основную работу я не видел, но стоит какой-то большой агрегат, круглый, я так полагаю, что туда забрасывают как раз песок с мазутом, он как сито все это дело пропускает и, соответственно, мазут, видимо, выбрасывают, песок возвращают назад. Как бы, конечно, не убирали, результат есть, но небольшой, все равно море плещется, море выпускает, выводит всю эту грязь, и работают, работают и работают. Что, собственно, начинает делать мойщик окон небоскребов, когда он заканчивает мыть окна последнего этажа? Он начинает свою работу заново. И так вот постоянно. И, соответственно, здесь то же самое. То есть люди берут, чистят песок, и море все равно им еще выплескивают. Нам, мол, забирайте, вот вам, пожалуйста, еще добавка. Мертвая рыба. Ее я повстречал. Воняет. Не скажу, что пахнет, именно воняет нефтью, в смысле вот этим вот мазутом. И
неприятная ситуация, неизвестно, на сколько лет это может затянуться. Там я иду по песку, казалось бы, я не вижу мазут, я не вижу черные пятна, но я прошелся несколько метров, и просто у меня потом ботинки в песке, ладно бы в песке, но когда я стал очищать, они в мазуте. И я не знаю, если раньше я приезжал сюда и на песчаном пляже было все очень чисто, очень хорошо, приятный вот этот вот горячий, мягкий песок, то сейчас я, честно, даже не представляю. А ведь там очень много отелей, гостиниц, гостевых домиков, где люди раньше приезжали, останавливались и шли потом на море. Как владельцы этого бизнеса будут переживать в 2025 году и дальше, мне даже вот даже не то чтобы неизвестно, я даже примерно не могу предположить, потому что смысл ехать туда, там рядом море, да, и при этом попадать в этот мазут. Тем более, что одно дело сейчас погода еще такая не особо была теплая, и местные жители, они очень, очень тепло одевались, надевали шапку, капюшонах. Я, приехав из средней полосы, такой слегка расстегнутый, первое время без шапки, пока не продуло, пока сопли не пошли, я решил купить шапку. Потому что ветер очень сильный, и продуть могло, и в итоге продуло очень быстро. И вот, значит, здесь я прогулялся, здесь камни, приятный воздух, солнце, тепло, ветра нет, шум прибоя. Красивый морской вид. Прозрачное море. Здесь оно прозрачное, здесь камни, здесь оно прозрачное. Мне также нравится в Суко, я до туда в этот раз не доехал. Хотел посмотреть там, но скорее всего там тоже достаточно все должно быть чисто. Следов нефти я здесь не наблюдаю, вот этого мазута. Я думаю, что сюда можно приезжать. В Суко можно приезжать, и там в Россию, допустим, можно приезжать. Но в районе Витязева там вряд ли, вряд ли. Посмотрим, конечно, приеду летом, там посмотрим. Где-то было написано «Зимуйте в Анапе». Ну, вы знаете, на самом деле, ввиду того, что здесь снег выходит раз в 5 лет, 5 лет назад выходило больше снега, и на деревьев, как в центральном регионе, были усыпаны снегом. Также и в этом году, ну, не так же, конечно, поменьше, но все обалдели, что холодно, ветрище, и люди старались не выходить на улицу, по крайней мере, не гулять и прочее. Многие доходили до работы и возвращались, собственно, с работы домой, быстрее, там, через магазин или сразу домой, дабы просто не находиться на улице и не заболеть. Хотя переболели все. Когда я сюда приехал, первые несколько дней, первые 2 недели, я старался ходить. Если помните, по предыдущему ролику я рассказывал о том, что у меня была сломана нога, и я в итоге просидел дома целый месяц, пока не сняли гипс, пока я расхаживал ногу. И я старался ходить. Было больно, иногда простреливало где-то там внутри, в кости. 2, 3, 5 километров проходил, потом 6, 7, 8, 10, 13, 15. И в итоге все нормально, нога прошла. Я буквально вот вчера задался вопросом, я вроде хожу нормально, вроде даже ступаю нормально.
разными местами ступни, и нет боли, нет неудобства какого-то, все хорошо, в общем. Это очень приятно. Можно делать дела, можно ходить, можно даже бегать. Э, Когда я от Таманской улицы прошел до Витязева практически, там получается, что до улицы Пионерской я шел, снимал, обращал на кого-то внимание, например, на металлоискателей, которые заходили в море по пояс и что-то там искали. И потом у меня было ограниченное время, мне назад неохота было, собственно, ехать на такси или тем более идти. У меня там был знакомый, собственно, который мог меня потом назад увезти. Соответственно, я туда пошел, и к определенному времени я не успевал. Мне оставалось буквально где-то полчаса, и я в итоге последние 6 километров мне пришлось бежать. Я забыл про ногу, я забыл про все, мне надо было добежать. Ну, чтобы человеку не делать неудобно, чтобы он меня не ждал, чтобы прийти вовремя. В итоге я добежал 6 километров. Я себе поверить в это не могу, потому что даже в школе там километр-два я не мог бегать, потому что я выдыхался, и это было что-то с чем-то. А здесь я пробежался, потому что, наверное, все-таки морской воздух, он положительно влияет на нос, на легкие, и я сам заметил, как у меня нос лучше дышит, и я хочу переехать в Анапу, там, я не знаю, в Новороссийск, думаю об этом. Участки даже земельные присматриваю. Но цены очень, очень, очень высокие. И если сравнивать с московскими, блин, как в Москве. То есть вот, например, на берегу, там, улица Таманская, 121 дома, несколько корпусов, в районе 10, что ли. Там однушка 11-12 миллионов. Там где-то 45 квадратных метров, что ли. Двушки, соответственно, дороже. А если вид на море, так еще дороже. Поэтому не вариант. Дальше от моря, там, допустим, 500 метров, там, километр от моря, там уже дешевле. Там, например, студии, если мне память не изменяет, начинаются где-то от 7-8 миллионов, однушки по 8-9, чуть ли не 10, что ли, и двушки еще дороже. Много предложений по поводу цокольного этажа, иными словами, подвала. Там делают ремонт, либо сдают под коммерцию, какие-нибудь пункты выдачи или там, какие-то офисы, то некоторые делают ремонт как квартира. И реально это очень красиво, конечно. Там, соответственно, нет никакой прописки, ничего там для самих владельцев, если купить, допустим, подобное. Но находиться там, в принципе, приятно, ну, на некоторое время, если вы, конечно, приезжаете, допустим, на неделю. Да, это самый, наверное, дешевый вариант для пребывания. И, ну, учитывая то, что вы придете, наверное, может быть, там максимум поедите или там, допустим, для ночлега. Все остальное время вы будете гулять по городу, ходить купаться в море. 2 недели спустя, после того, как я приехал, гулял, вообще практически не курил и вообще никакого алкоголя я не пил. Мне было настолько комфортно. У меня все силы уходили на гулянки по пляжу. По городу немножко прогулялся, по паркам, то посмотрел, все посмотрел. В итоге я вот сюда спустился, поднялся наверх, там дальше есть обычный нормальный проход, не по лестнице с ума сходить, и потом там некрасиво просто наверху. И, в общем, не хотел я туда идти, как, собственно, и сейчас. Я потом в итоге на улице Ленина нашел бар с вкусным пивом. Хотя я думаю, не буду я пить вообще ни в коем разе. Мне так хотелось поесть курицы, какого-нибудь либо шашлыка, выпить хорошего вкусного пива. И я нашел бар, в котором попробовал крылышки барбекю, панировки и с чесноком. Так все понравилось. И в итоге я
Потом забрел в рок-бар, там потусил, послушал каверы ребят. Это был, по-моему, бар Летов. И в этом баре Летов была группа Драпс, вокалист и электрогитара Сева, и бас-гитара, и бэк-вокал Радик. В общем, эти ребята... Да, здравствуйте, да, я ролик снимаю, да, представьте себе. И эти ребята очень хорошо делали кавер на разные рок и не только группы, приятные песни, поэтому... Если вы приедете в Анапу отдохнуть, погулять, приходите в бары. В телеграм-канале есть группа Драпс. Можете посмотреть, где они когда будут выступать. Очень весело. Можно заказать песню, они перепоют в рок-теме. В барах достаточно приятно, весело. Это не на меня они, оказывается, засмотрелись. Человечек, спортсмен такой, молодец. В баре весело, приятная атмосфера. Люди здесь дружелюбные. Многие ребята переехали из Сибири, из Москвы и других городов в Анапу и живут здесь не один год, и все говорят: Артем, переезжай, здесь в натуре круто, здесь тепло, здесь погода, здесь люди, здесь прям вообще кайф. Это очень сильно воодушевляет, действительно, для того, чтобы сюда хотя бы переехать, хотя бы просто что-то снять и жить в свое удовольствие, тем более, если у вас удаленка, удаленная работа, да, или вот там у вас свой бизнес, то... Здесь прям вообще будет офигенно. Что еще хочу сказать? Мыслей на самом деле не осталось, только чувство кайфа, чувство расслабленности, спокойствия. Что было позади, оно уже немножко позабылось. Все, что было нервное, неспокойное, то, что терзало душу, терзало мозги и так далее, оно как-то осталось позади, и хочется жить дальше, воодушевленным, с новыми силами. Ведь потому что надо, делать ремонт в квартире. Так не хочется. Надо будет приехать. Обнимаю, целую. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Встретимся позже. Пока. Ну что, я на нудистском пляже, надо раздеваться. Правда, никого нет, потому что как-то холодно. Но, а вдруг кто подойдет? Или сверху кто-нибудь прилетит? Ну, блин, я шизею, конечно. Пока ходишь здесь по развалинам, что-то ты найдешь. Вот что это такое может быть? Даже не знаю. Кто знает, пишите комментарии. Вот очень интересно.